Привет, меня зовут Светлана, и в этом видео я покажу, как можно просто сделать красивый необычный новогодний декор. Композицию мы будем размещать в варежке, но сначала подготовим основу. Для этого из картона я вырезала варежку, после чего оклеиваю газетами, но не полностью, а примерно сантиметров 18. Для основы я взяла плотный картон, но если вы будете использовать гофрокартон, то лучше сделайте основу потолще, чтобы она не была сильно гибкой. И следите за тем, чтобы пальчики на варежках были в разные стороны. Ссылку на шаблон варежки я оставлю в описании к этому видео, так же как и ссылки на материалы, которые буду использовать. Сверху добавляю немного пеноплекса, потому что в дальнейшем часть декора я буду крепить просто на проволоку. Но если вы планируете все вклеивать, то можно использовать только бумагу. При помощи фольги добавляю немного объема, а затем все той же фольгой оклеиваю всю варежку, чтобы сгладить неровные края. После чего я покрасила основу в белый цвет для того, чтобы фольга не просвечивала. После того, как краска высохла, можно оклеивать основу. У меня это вот такая огромная шапка из магазина Fix Price. И из нее можно сделать сразу две варежки. Одна у меня уже готова, а из второй половинки сделаем варежку вместе с вами. Для этого из резинки делаю подворот, это будет манжет варежки. Все выравниваю и для удобства подкалываю иголками. Ткань размещаю так, чтобы одна из косичек была посередине, после чего начинаю все приклеивать. Ткань сильно не натягиваю, чтобы не было дырочек, и приклеиваю только по краям основы, ну и по ходу работы с обратной стороны срезаю все лишнее. На пальце точно так же косичку делаю посередине и приклеиваю, после чего сверху ткань собирается в гармошку, поэтому немного выравниваю и подклеиваю в собранном виде на основу. В дальнейшем это место хорошо будет прикрыто той частью ткани, которую мы подворачиваем. С обратной стороны обе половинки манжета склеиваю вместе, а затем срезаю лишний картон. Высота готовой варежки получается 25 сантиметров.
Чтобы манжет был немного объемный, добавляю в него остатки ткани, после чего склеиваю вместе и приклеиваю на основу. На этом основа готова и можно приступать к декору. Я буду использовать искусственные веточки, шишки, елочные игрушки и ягодки. Ну а вы можете выбрать те материалы, которые есть у вас, а к такой основе подойдет абсолютно любой цвет. Все веточки размещаю таким образом, чтобы каждый последующий ряд был немного выше предыдущего. Еще добавляю заснеженную хвою, она продается уже в таком виде, но можно и на самые обычные зеленые веточки добавить снега из баллона. Весь остальной декор приклеиваю на проволоку, и это очень удобно, потому что в любой момент ее можно выгнуть в нужную сторону. Ягодки собираю в небольшие пучки и при помощи тейп-ленты приматываю к проволоке. После того, как все подготовили, начинаем добавлять весь декор в свою работу. Размещаю все по принципу, как мне больше нравится. Круглые шары пластиковые, покупала их в самых обычных магазинах еще в прошлом году, а стеклянные желуди из магазина Fix Price. Шишки предварительно тоже закрепила на проволоку и немного подкрасила белой краской. Также добавляю небольшие снежинки и блестящие белые золотые веточки, и на этом декор будет готов. Теперь оформляем обратную сторону работы. Для этого из картона я вырезала точно такую же варежку и по кругу уменьшила ее где-то на полсантиметра, а по длине она должна быть такой, чтобы немного заходить под манжет. Здесь манжет мне пришлось немного оторвать от основы, сделала я это, конечно, очень аккуратно, вы же изначально просто не приклеиваете до этого момента. Оклеивать основу я буду белой тканью, у меня это рукав от старого свитера.
На манжете делаю небольшое отверстие, протягиваю в него ленту и приклеиваю по всей длине варежки, после чего закрепляю обратную сторону, а некрасивый стык на манжете закрываю лентой. И так делаем 2 раза. Я использую бархатную ленту шириной 1 см, ну а длину выбирайте сами, все зависит от того, куда вы планируете размещать свой будущий декор. И именно поэтому обратную сторону лучше закрывать в конце, потому что весь декор уже на месте, и так больше понятно, какой длины ленточка вам нужна. Чтобы получить красивый край, по кругу я прошиваю всю варежку при помощи иголки с ниткой. Ну а если вам все равно, то можете в принципе и обратную сторону не закрывать, все равно ничего видно не будет. Кстати, варежки не обязательно делать 2, можно сделать 1, и точно так же их можно не крепить на одну ленту, а закрепить каждую по отдельности. Здесь уже кому как больше нравится. Добавляю несколько небольших деталей, которые сделают работу более завершенной. На одну из варежек закрепляю коньки, такие продавались в прошлом году в Fix Price. Я вам оставлю ссылку, где можно купить подобные, но без лишнего декора. И украсить их сможете так, как вам захочется. Но конкретно на этих коньках просто ужасный мех, поэтому я его заменяю, после чего при помощи портновской иголки закрепляю коньки на варежке. В конце добавляю небольшой бантик, для этого склеиваю между собой самые простые бантики, после чего по кругу приклеиваю ленточку. Делаю один оборот, а второй оборот делаю уже вокруг основной ленты. При этом бантик получается подвижный, и его можно будет перемещать в любое место, что удобно, потому что варежки можно вешать по-разному, на одном уровне или одну повыше, а вторую немного пониже. И если бантик будет зафиксирован, то в разных положениях он не будет смотреться красиво, а так его можно будет передвинуть. На этом моя работа готова, и я очень довольна конечным результатом. Пишите в комментариях, понравилась ли вам такая идея новогоднего декора и какому декору вы отдаете предпочтение при украшении своего дома, или может просто ставите елочку, и на этом все. Ну и конечно же подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны, ведь впереди вас ждет очень много интересного. А я с вами прощаюсь, увидимся уже совсем скоро.